Рождество. Для кого-то это запах мандаринов и елки, для кого-то первая звезда на зимнем небе, а для кого-то шум летнего ливня за окном. Этот праздник, отмечаемый более чем 2 миллиардами людей, как грандиозный симфонический оркестр. В каждой стране звучит своя мелодия, но вместе они складываются в единый гимн надежде, семье и свету. Давайте отправимся в виртуальное путешествие и узнаем, как отмечают Рождество в 10 уголках планеты. Увидим, как вера переплетается с древними обычаями, климатом и характером целых народов. Первая страна — это Италия. Праздник, который начинается с рыбы и заканчивается ведьмой. Отмечают его 25 декабря, католическое Рождество, но сам праздник длится до 6 января. Семейный, очень гастрономический праздник с магическим финалом. В Италии все подчинено 2 вещам — семье и вкусной еде. Главное событие — не утро 25-го с подарками, а вечер 24-го, святой вечер, Ла Вигилия. Это строго постный ужин, где по традиции должно быть 7, 9 или даже 13 видов рыбы и морепродуктов. Почему так много? Символика чисел. 7 означает таинство, а 13 — это апостолы с Христом. И желание задать праздничный стол на весь следующий год. Подают угря, треску, кальмаров, мидии, а 25-го наступает разгул — запеченный ягненок, индейка, сыры и пасты. Но самый запоминающийся персонаж — это Бефана. Старая добродушная ведьма на метле. Легенда гласит, что волхвы позвали ее с собой к младенцу Христу, но она отказалась, пожалела, собрала подарки, но опоздала. С тех пор, в ночь на 6 января, крещение, она летает по домам и через каминную трубу кладет в носки послушным детям сладости и подарки, а непослушным — уголек, теперь чаще черную карамель. Так что итальянские дети ждут подарков дважды — от Баба Наталя, местного Деда Мороза, и от ведьмы. Второй страной является Эфиопия, древний праздник Гена под африканским солнцем. Этот праздник празднуют 7 января по юлианскому календарю. Он один из самых аутентичных, глубоко духовных и красочных праздников. Эфиопия — одна из древнейших христианских стран. Рождество здесь называют Гена, также называется и национальная игра, похожая на хоккей. Празднику предшествует 40-дневный строгий пост, когда верующие не едят мясо, молоко, яйца. Накануне, вечером 6 января, все одеваются в ослепительно белые традиционные одежды шамма и идут в церковь на ночную службу, которая длится до 3-4 часов утра. Свечи, пение, библейские чтения, атмосфера невероятно торжественная. На рассвете люди расходятся по домам, чтобы разговеться. Главное блюдо — инджера, кисловатая лепешка из тефа, с острым тушеным мясом ват. А днем все собираются посмотреть или поучаствовать в игре Генна. Мужчины с палками гоняют по полю деревянный мяч. Это символизирует радость пастухов, которые первыми услышали благую весть. Третья страна — Филиппины. Самый долгий и шумный праздник на планете. Обычно пик празднования приходится на 24-25 декабря, но сезон стартует в сентябре. Феерическое, жизнеутверждающее празднование с фонарями и утренними мессами. Филиппины — рекордсмены по продолжительности Рождества. Уже в сентябре в магазинах звучат рождественские гимны, а улицы украшают гирляндами. Главный символ — не елка, а пароль — огромный фонарь в виде звезды из бамбука и цветной бумаги, символ Вифлеемской звезды. Проводятся целые конкурсы на самый большой и яркий пароль. С 16 декабря начинается череда 9 предрассветных мес Симбанга-Габи. Люди встают в 4 утра, чтобы вместе встретить рассвет в церкви. Считается, если посетить все 9, можно загадать желание, и оно сбудется. После последней мессы в сочельник устраивают грандиозный семейный пир Ночь Берана с жареным поросенком леченым и сладким липким рисом. Четвертая страна — Польша. Торжественная тишина и пустое место за столом. Праздник отмечают 25 декабря, но главное — вечер 24-го. Это проникновенный, полный символов семейный праздник. Польское Рождество
или Божье нарождение, Божье народзение — это прежде всего вигилия, ужин в сочельник. Это день строгого поста. Трапеза начинается с появлением на небе первой звезды, в память о Вифлеемской. Перед ужином вся семья делится обладкой, пресным рождественским хлебом, желая друг другу добра и благополучия. Под скатерть кладут сено в память о яслях. Обязательно оставляют одно пустое место и прибор для нежданного путника или в память об усопшем родственнике. Это символ того, что в этот вечер никто не должен быть одинок. На столе 12 постных блюд по числу апостолов. Карп, борщ с ушками, грибы, кутья, маковые рулеты. Мяса нет. 5-я страна Мексика. Пиньята, праздники и Ночи Буэна. Отмечают праздник 24-25 декабря с продолжением до 6 января. Это яркий, шумный музыкальный карнавал веры. Рождество в Мексике — это грандиозный спектакль, в котором участвуют все. За несколько недель до праздника дети ходят от дома к дому, изображая посаду, поиски Марией и Иосифом ночлега. Это веселые процессии с песнями, фонарями и, конечно, пиньятой, ярким глиняным или картонным сосудом в форме звезды, который нужно разбить с завязанными глазами, чтобы получить сладости. Главная ночь — Ночи Буэна, 24 декабря. Вся многочисленная семья собирается на обильный ужин. Обязательные блюда — бакалао, соленая треска в томатном соусе, и сладкий пунуэло, хворост с сиропом. В полночь многие идут на торжественную мессу — Миса дель Гальо, месса петуха. Подарки часто приходят не 25, а 6 января, в День волхвов. 6-я страна Япония — Рождество как романтичное свидание и КФС. Его отмечают 25 декабря, как светский праздник. Это коммерческий, милый и очень необычный для нас праздник. Христиан в Японии менее 1%, но Рождество здесь полюбили. Только отмечают его не как семейное, а как романтическое событие для пар, похожее на День Святого Валентина. Пары дарят друг другу подарки, гуляют по украшенным огнями улицам и назначают свидания. А главный кулинарный хит — это жареный цыпленок из КФС. В 1970-х годах сеть запустила гениальную рекламную кампанию «Курицу на Рождество», и это стало национальной традицией. Заказывают праздничные наборы за месяцы вперед. И, конечно, обязателен рождественский торт. 7-я страна Австралия, Санта в шортах и барбекю на пляже. Праздник отмечают 25 декабря. Это летний, пляжный, расслабленный праздник. Представьте, яркое солнце, а по радио играют «Джингл Беллс». Здесь Санта может приехать на доске для серфинга, а вместо шубы на нем шорты и солнечные очки. Семья и друзья собираются не у камина, а в саду или на пляже на барбекю или пикник. На столе холодная индейка, морепродукты, свежие салаты и фрукты. А на десерт — рождественский пудинг, который иногда поливают ромом и поджигают. 8-я страна Украина, колядки, дидух и щедрый вечер. Отмечают праздник 7 января, православное Рождество, и 25 декабря, католическое. Это языческие и христианские традиции в одном празднике. Главное здесь — святой вечер, светвечер 6 января. В дом приносят дидух сноп пшеницы или овса, символ урожая и предков. Как и в Польше, ужин начинают с первой звездой. На столе 12 постных блюд. Кутья, здесь ее называют кутя, узвар, вареники с капустой, грибами, постный борщ. После ужина начинается веселое колядование. Молодежь и дети ходят по домам, поют колядки и щедровки, желая хозяевам добра. Тех, кто пришел, обязательно одаривают деньгами, сладостями и пирогами. Засевают в дом достаток. 9-я страна Германия, родина Адвента и рождественских ярмарок. Празднуют 25 декабря. Это уютное философское ожидание праздника. Немцы придумали многие традиции, известные всему миру: рождественскую елку, адвент-календарь с 24 окошками-сюрпризами
Нельзя представить Германию без вайнахтсмарктов, сказочных ярмарок, где пьют глинтвейн, едят жареные каштаны и сосиски, покупают украшения. Подарки детям приносит вайнахтсман, рождественский дед, а иногда его сопровождает пугающий Крампус, наказывающий непослушных детей. 10-я страна — Египет, коптское Рождество, пост, пальмы и сладости. Отмечают 7 января, коптское православное. Это скромный, но глубокий духовный праздник. Копты-христиане в Египте соблюдают 43-дневный пост перед Рождеством с 25 ноября, отказавшись от мяса, птицы и молочных продуктов. Сочельник 6 января называется Днем рождения. Вечером семья собирается на особый ужин, где главное блюдо — фатта — рис, хлеб и вареное мясо, которое теперь можно есть. Дома и церкви украшают не елками, а пальмовыми листьями и специальными лампочками. На Рождество дарят друг другу новые одежды, а дети получают подарки не от Санты, а от папы Ноэля, бабушка Рождество. На столе много сладостей. Кахик — печенье с финиками, баклава. Так что же общего во всем этом многообразии? Празднуют ли Рождество при свечах в снежной тишине или под шум океана, постятся или устраивают пир, ждут ведьму или волхвов, суть остается единой. Это праздник света, физического и духовного, праздник семьи, когда стараются быть вместе все, праздник надежды на чудо и обновление. Эти 10 традиций — как 10 разных способов сказать одно и то же. В мире есть добро, любовь и свет, и они сильнее тьмы. И в этом главное рождественское чудо, понятное на любом языке.